Мої вам вітання. Я Світлана, і сьогодні я запланувала собі розповісти вам про свої півонії. Как они цветут, какие сорта я точно знаю, покажу и опишу вам, а какие попрошу вашей помощи помочь в определении. Пионов в моем саду достаточно много, но, как это часто бывает, цветут еще не все. Пионы такие растения, что требуют выдержки, подождать. Покажу, которые цветут уже, и полюбуемся немножко весенними и летними цветами. У нас очень холодно, морозно, как раз пионы рассматривать. Красивые такие. Пионы у меня посажены вдоль дома с двух сторон, чтобы первые весенние цветы радовали и аромат по саду был, чтобы красиво было. Вообще пионы, мне кажется, незаслуженно забыты, и некоторые считают их бабушкиными цветами, но сейчас такие красивые сорта есть, я прямо пропадаю. Села, понаходила в разных питомниках сорта, сравниваю, ищу. Ну, хочу сказать, что у меня получается найти хорошие сорта. Цена-качество соотношение пока не очень хорошо. Ну, расскажу немножко. Неудачное приобретение было. Прямо хочется обнять и плакать, понимаете? Эти корни, которые получила, заплатила такую космическую сумму, а по факту получаем, что получаем. Ну, покажу, какие у меня сорта есть, подтвержденные, скажем так. Первый пион – это Coral Sunset. Зарегистрирован был Клемом в 1965 году. Средне-ранний. Очень красивый, розово-коралловый, полумахровый, это считается этот сорт. Много желтых красивых стаминодий. Вот так он у меня посажен со стороны дома, где будет будущая веранда, выход, будет у крыльца с двух сторон. Коралловые пионы, как вы знаете, не слишком ароматные, не всем нравятся такие ароматы. Но муравьи их любят, значит, много сладкого нектара. Цветы большие, имеют такую чашевидную форму, а внутренние немножко видоизмененные, такие лохматенькие лепесточки, раскрываются и закрываются в зависимости от времени суток. Очень быстро меняет свой цвет с кораллового на такой бледно-коралловый, а потом выцветают, выгорают до кремового. Я вам покажу очень красиво на одном кустике несколько цветов, и создается такое фееричное зрелище цветения. Вот такие они красивые, немножко как блики даже светлого по краям лепесточков. Кустик очень рослый. У меня нарос быстро. Я читала в ваших комментариях, что у некоторых он не очень растет. Попробуйте поменять ему место. Может быть, ему не нравится много солнца или мало солнца. Вообще я хотела сказать, что у всех пионов цвет зависит и обильность цветения от места посадки и от грунта. То есть, если у вас два одинаковых куста, как вот у меня получилось, я по 2 куста покупала. Один посажен с одной стороны, другой где-то между растений в другом. И немножко отличается, не сильно, но немного отличается цвет.
но по времени расцветания одновременно кусты расцветают, независимо от места посадки. А еще цвет, кстати, у пионов, знаете, от чего может меняться? От того, какая была зима. Пионы — это цветы холодного старта, и, по-моему, и поэтому им нужна такая холодная, морозная зима, чтобы была. И если это не соблюдается, то цвет пиона из года в год может меняться. В этом году ярче были, а в прошлом году более пастельные такие тона. Имейте это в виду. Но я хочу сказать, что у коралловых пионов очень много похожестей и отличий. Следующий сорт, который есть в моем саду, это пион Coral Charm. Очень часто возникают вопросы, даже и у меня возникали, чем же они отличаются и чем похожи. Похожи очень. Все коралловые пионы очень похожи по цвету. Много информации я перелистала, посмотрела. И на самом деле оказывается, что пион Coral Charm зацветает ровно через неделю, плюс-минус 1 день после Coral Sunset. То есть, если у вас есть эти 2 пиона, вы определите, где какой. Потом еще немножко отличается по строению цветка. Когда распускаются, они совершенно одинаковые, а когда вот так раскрываются, видите, сразу видна разница. Внутренние лепестки не такие резные. Аромат слабый, может быть, даже и нету аромата. Куст довольно у меня такой рослый, и тот, и другой, до метра, раскидистый, стоят без опоры эти пионы. Вообще коралловые пионы очень-очень крепкие. А вот так поменял цвет, смотрите, прямо совсем он кремовый такой, как сливочный даже, да? Кстати, от таких полумахровых пионов очень часто селекционеры берут посадочный материал, опыляют их именно вот от полумахровых сортов. Макина Гранд, Coral Sunset, Лимон Шифон, какие еще? Мисс Америка. Вот от таких пионов получаются хорошие очень детки. Если опылить, кто хочет заняться селекцией, попробуйте, если есть у вас такие сорта. А вот так он раскрывается, этот Coral Charm, таким, мне кажется, более ярким цветом по сравнению с Coral Sunset. Есть еще Coral Magic сорт, но там их не перепутать. Он цвет, когда расцветает цветок, не меняет. То есть вот эти выцветают цветы, а Coral Magic такой и остается прямо красно-коралловый. Пионов у меня в саду достаточное количество. Я сразу их стала покупать. Я знала, что пионами я украшу свой сад в первую очередь. И покупала первые сорта у бабушек на рынке. Вот у меня и получается, что с этой стороны дома есть и сортовые пионы, и обычные, которых названия я и не знаю. А сейчас я покажу вам вот этот пион. Топ Браш. Пион травянистый, необычный сорт, такой бомбовидный, среднеранний. Он зацветает после коралловых пионов, коралловые ранние. Нижние лепесточки такого сливочно-белого окраса. Вот тут на видео у нас жара как раз в мае была. В конце мая, в начале июня уже началась, и он выгорать начал весь. Толком и не видно сортовых у него признаков. У него вот тут вот на этой съемке более наглядно. Трехрядная форма, верхний хохолок такой розоватый, видите? А серединка, где стаминодии и такие закрученные лепесточки, желтые. Нижние лепестки раскрываются
молочно-бело-кремовый такой. Он у меня цвел в этом году первый раз. Показал 3 бутона, все раскрылись, все красивые. Аромат нежный, приятный, но не резкий, такой нежный. Цветок довольно большой, 18-19 сантиметров. Ну, по видео видно, что такое прямо еще их розовидный или бомбовидный. Я в пионах только начинаю разбираться, поэтому точного определения вам не дам. Пион красивый, понравился. Второй кустик у меня еще не зацвел. Их 2. Следующий пион Soft Salmon Saucer. Это анимоновидный пион. Тут только пару рядов лепесточков. Они такие напоминают, как ромашечки. Выгорает. Вначале раскрывается такой розово-коралловый, ну, нежно-нежно-коралловый. А потом выгорает до кремового. Тоже зарегистрировал его Клем в 1981 году. У основания такие блики более темнее, а потом они выгорают. Вот это начало цветения. Очень он привлекает и шмелей, и пчел. Цветет достаточно рано. Высота его, где-то до 90, немножко меньше, но очень-очень много побегов. То есть он у меня цвел, наверное, на 2-й год сразу и цвел. Лососево-розовые оттенки у него красивые. Такая идеальная чаша. Раскрывается и тоже закрывается. Видите, и пчелы, и шмели, и стаминодии у него красивые, немножко такие завернутые. И какие-то и мушки, и мошки, и муравьи. Все любят такой пион. Он когда распустился, я почему-то думала, первый анимоновидный у меня пион такой был, я почему-то думала, что они какие-то немножко другие. А потом разглядела красоту. Раньше все пионы, казалось, пион это большой такой, ароматный. Оказывается, своя прелесть в анимоновидных пионах есть. Я, кстати, посадила Мисс Америка пион. Захотелось белого для контраста. Не знаю, в этом году как будем мы любоваться новыми моими пионами или не будем. Время покажет. А этот пион называется сорбет. У него такие высокие махровые цветы. И как слоями чередуются розовые, кремовые, а по центру, но не на всех цветочках. Вот если у вас в первый год не появится, не расстраивайтесь, это все равно тот же сорт. Хохолочек розовый, видите, он когда цветок полностью раскрывается, все 3 яруса, как трехярусный, наглядно видны. А когда только-только в распуске, еще сортность не очень видна. Необычный, красивый, очень ароматный. И в зависимости от температуры и от солнца у него вот эта серединка, средний ярус, скажем так, прямо ярко-желтый, немножко с лимонным. Этот сорт такой он довольно простой, довольно старый. Наверное, у многих в саду такой пион есть. Кстати, он требует опоры. У него такие довольно тоненькие, но высокие побеги. Тонкий сам себя он держать не может. Расцветает где-то в промежутках между ранними и поздними, среднего срока цветения. Такой немножко лохматенький, взъерошенный. Довольно хороший пион, очень легко делится. Я уже куст поделила на 3 деленки.
посадила по саду, а теперь думаю, надо место для сортовых, таких более красивых, больших пионов, а место уже занято. Ну, у меня там есть одна задумка, как я спланирую свой участок, и всем пионам хватит места. Следующий пион, который я хотела вам показать, это пион Ангел Чикс, щечки ангела. У него такая история, что я посадила на следующий год весной, жду, когда он почки свои, а никаких ни побегов, ничего нет. И я решила, думаю, раскопаю, подкопаю. В итоге я обломала те несчастные 3 цветочные почки, какие были, и он у меня еще 1 год просто листву выпустил, потом наросли, не цвел. В этом году, в сезоне 24, первый раз зацвел. Красивый, розовый, цветки довольно крупные. У него, у этого сорта, золотая медаль даже в 2005 году была. Зарегистрирован тоже Клемом в 1975 году. Яркая розовинка такая у него, приятная. Ароматный, как я сказала, пчелы любят. И такой бомбовидный, форма бомбовидная. Вот эти нижние лепестки опускаются вниз, а наверху только такая большая, как зефирина, прямо и по цвету зефира, и по аромату. Ароматный очень пион. Следующий пион, который у меня первым появился в саду после бабушкиных сортовой. Королева Вигельмина. Этот пион ранний, куст мощный, цветы ароматные, приятный, розовый. И у этого сорта пиона, знаете, что красиво? У него блики по краям розовых лепесточков, и он как перламутровый играет отливом таким. Очень пышный, мощный, к солнышку тянутся побеги, но побеги не такие, как у Coral Charm, у Coral Sunset, потоньше, и ему нужна опора этому сорту. И боковые у него бутоны, то есть цветение дольше. Вначале центральные цветы отцветут, а потом боковые. Но они, конечно, поменьше. Цветок такой где-то 18 сантиметров. Ирисы отцветают, и мне сразу эти пионы зацветают. Красивый. Прямо смотрю сейчас и не верю, что такое цветение было у пионов, у моих. Эта весна вообще такая заполошенная была. Хоть бы успеть все полить, все укрыть от жары. С самого мая начались у нас экстремальные побеги с лейками. Этот сорт Урсинов. Сорт старый. Я его покупала тоже в интернет-магазине, но я визуально выбирала этот сорт. Мне по цвету он понравился. Такой темно, немножко даже, я бы сказала, фуксиевый цвет у него. Позднего срока цветения у меня уже. В этом году не показательно. Все пионы почти одновременно выстрелили по цветению. А вообще вот прошлый, позапрошлый год он самый позже всех. Розы уже начинают цвести, а этот пион только-только. Я его уже поделила, этот кустик, и у него, хочу сказать, что пересажен, детка пересажена его на более солнечное место, и цвет у него насыщенный. Тут он в тени от дома, получается, от крыши. Вот эта деточка, она сразу цвела, я там, по-моему, 5 или 6 почек взяла. Более насыщенный и яркий. И вот эти малиновые
лепестки совсем светлым, смотрите, с бликами такими. Еще хочу сказать, что молодые цветочки, маленькие, они меньше махровые. Ну, это у всех пионов такая особенность. Ну, этот сорт вы узнали. Это Festiva Maxima. Пион узнаваемый, любимый многими. Такой белый, ароматный, с розовыми бликами. Красивый пион. Держит себя тоже сам. Уже поделен у меня 4 раза. То есть 4 куста уже такой обильно растущий. Махровые цветы, крупные. Красивый пион с хвойными. Красиво этот пион смотрится. И так просто, если высадить его где-то солитером, куст быстро набирает размеры. Мощный такой. Хороший пион. Festiva Maxima. Но вот этот пион достался мне пересортом, к сожалению. Но хочу сказать, что необычайный просто пион. Во-первых, он больше всех моих пионов в саду. Самый большой размер. Мне писали в комментариях, что это похоже на сорт Сара Бернар. Я не знаю, у меня посажен кустик Сара Бернар. Если он расцветет, я тогда, наверное, смогу сравнить и сказать, этот сорт, не этот сорт, а пока не знаю. Форма вот такая. Расцветает в средние сроки цветения. Аромат очень приятный, просто очень-очень. Среди всех пионов мне этот аромат нравится больше всех. Нежный такой, ненавязчивый, но сам себя, видите, цветок не держит. У меня опора поставлена. Бутоны даже огромные. Я когда ждала его цветения, смотрю, такие большие бутоны были. Ну, падают. Композитную арматуру поставила. Форма бутона необычная такая. Ну, у меня таких пионов, во всяком случае, не было. Вот этот сорт, не знаю, что за сорт. Перламутрово-кремовый, пудровый. А по центру такие блики темные, видите, бордовые. Пион очень обильно цветущий. Сколько бутонов, посмотрите, у него. Сорт, не знаю. Муравьев много. Кстати, муравьи, я ничего с муравьями не делаю. Мне кажется, они пионы не портят. У меня проблем не было с муравьями, поэтому я инсектицидами от муравьев не пользуюсь на пионах. Распускается такими большими красивыми махровыми цветами. Немножко выгорает. Видите, когда распускаются кремовые, такие ярус кремовый, розовый, а по центру темнее. Ну, а потом выгорает, розовеет, как у большинства пионов, меняет свою окраску. Ну и следующий пион, который я бы хотела попросить вас опознать. Не знаю, что за сорт. Покупала вместе с коралловыми пионами. Поэтому думаю, что-то из коралловой серии. Думала Pink Hawaii Coral, но мне написали, что это не он, не этот пион. Буду еще искать. Пион ароматный, обильно цветущий. Боковые у него есть бутоны. Стоит без опоры, достаточно крепкий. Цветы большие, распускается розовым. Немножко оттенок такой у него перламутровый появляется. Цветет долго, обильно и очень быстро нарос куст. Я думаю, я уже, наверное, в следующем году буду его делить, потому что сильно большой. Вот в этом году посмотрю, как он у меня уже и на мою гортензию там, и на хвойные. Посмотрели мы с вами мои пионы. Очень много у меня пионов, которые не цветут, к сожалению. Вот это узнали? Это в самом начале я вам показывала. Coral Sunset. Красивый цвет. Ну что,
Встретимся с вами совсем скоро. Будем смотреть тоже что-то очень красивое. Задавайте вопросы, подскажите мне по пионам, по моим сортам. Может, кто-то узнал среди своих. Всего хорошего.